Вы только посмотрите, сколько сока, какой цвет у кабачков шикарный, как оно соединилось, сколько сочности в этом полезнейшем блюде. Друзья, сегодня у нас очень вкусный кабачок, готовится моментально, но такой вкусный. Я убираю верх и низ, и все, что нам надо сделать, взять терку и вот такими движениями нарезать кабачок на вот такие слайсы. Делается это моментально. Тонкие слайсы получаются у нас моментально. И вот такими движениями молодой кабачок просто тает на глазах. Если кабачок не молодой, то надо убрать кожицу и внутренние органы, так сказать, семена кабачка. Вот такие слайсы у нас получаются. Я семена не очень люблю, даже и молодые, поэтому я их не буду брать. И середину кабачка я просто убираю в сторонку. А вот именно вот эти вот слайсы, почему мы делаем тонкими, тонкой нарезочкой, чтобы максимально быстро приготовилось. Уже плита у нас нагрета, уже в полную меру нагревается сковорода на плите. Туда же я беру один помидорчик. Помидор, если вы берете спелый, то он режется не очень хорошо, как в моем случае. Но он очень-очень-очень сочный. Столько в нем сока, то, что нам сейчас и надо будет. Поэтому я его сразу надрезаю и режу. Сорт с бобкой, я так называю. У него вверху есть вот такая бобка. Очень ароматная штука. И по сути дела у нас уже практически все готово. Я беру и чуть-чуть сольки посыпаю, чтобы кабачок нам дал сок. Отставляется это все дело. И в ход уже сразу у нас идет нагретая сковорода. Берется маслица, примерно 2 столовые ложки. Туда я беру зеленый лучок. Если нет зеленого лучка, то можно смело использовать обычный лук. А если вы дадите еще 2 зубчика чесночка измельченного до этого, это будет просто космически. Но поскольку чесночок я забыл прикупить, сегодня я без чесночка. Вот так все отправляется. И уже шкварчит. Все, что нам остается сделать, это взять все это, размешать дело. Вот так. Лучок уже начал источать свои ароматы. И теперь я беру и укладываю на дно наши помидорчики, которые дадут сок. Это будет шикарное блюдо, поскольку в самом финале будет тот последний ингредиент, который сделает из этого блюда, ну, практически очень ароматную сочную пиццу. Вы посмотрите, вот эти вот тонкие полосочки, они настолько тонкие, на любой терке они есть, вот такие вот прорези, чтобы делать такие тонкие штуки. Ножом так не сделаешь. И вот молодой кабачок, он уже отправился у нас на сковороду. Обязательно минимальный огонь, обязательно закрыть крышкой, чтобы пар хорошенько соединился с соком томата, и все это пропиталось через кабачок. Но перед этим я вам покажу свои 2 работы. Все-таки я художник, и мне приятно делиться своим творчеством с вами, мои любимые подписчики.
Поэтому мне будет приятно узнать ваше мнение, какая из данных работ вам нравится больше. Верхняя или же нижняя? Просто напишите в комментарии, верхняя или нижняя. А если напишите, чем они нравятся и какая нравится больше, я буду просто очень счастлив. Это, знаете, меня мотивирует на новое творение. Теперь все, что нам остается сделать, это приготовить шикарную, связующую, вкусную основу. Я беру 2 яйца, в моем случае это куриные, домашние, свободного выгула. Туда отправляется щепоточка соли. Туда отправляется обязательно секретный ингредиент сода. Пол чайной ложечки соды отправляется и хорошенько перемешивается с содой и солью. Можно добавить прованские травы. Или же, как в моем случае, я просто сейчас добавлю немножко укропчика. Можно добавить абсолютно любые травы, петрушечка, укропчик, но измельчить это достаточно мелко ножом, как это делаю я. И теперь наша смесь получится просто бомбическая. Это такое новое модное слово, которое я услышал у подростков, но оно отражает суть данного рецепта. Очень вкусно будет, при этом очень быстро. Как вы знаете, прошло совсем мало времени, и у нас получится просто красота. Далее вы можете взять сметану. В моем случае это кокосовое молоко. Кокосовое молоко, оно как сливки или как сметана по консистенции. Я просто не ем пока с кисломолочку. И вот 200 грамм сметаны или вот кокосового молока, как в моем случае, или же сливок отправляется у нас к яйцам. И это еще не все. Вот тогда последние ложечки все выжали. Теперь все это перемешивается, соединяется в единую массу. Самое главное, друзья, чтобы сковорода уже очень хорошо нагрелась, и там уже под крышкой начал оседать пар. Это очень важный момент. Вот смотрите, у нас вот такая консистенция получилась. Сильно жидковато, поэтому мы добавим еще, сделаем более жидко, и я добавляю сыр. В моем случае я беру примерно 70 грамм сыра и тру на мелкой терке. Просто поменял терку другим сечением. И очень мелкая нарезочка, как вы видите. Просто вот такие вот кракозябрики приятные у нас появляются в нашем растворе. Этого достаточно. Все достаем из нашей терочки, чтобы продукты не переводились. Вот так вот готово. Теперь все это соединяем. Масса получается еще более густая. Но мы еще не сделали самый главный секрет. Мы не активировали эту массу. И чтобы ее активировать, мы дадим сразу примерно треть стаканчика воды. Обычной воды, третья часть обычного стакана 200-граммового. Все это перемешиваем. Добавляются примерно 2 столовые ложки масла. Масло можно брать любое. В моем случае это рыжиковое масло. Оно редко где есть, поэтому используйте абсолютно любое масло, на котором вы готовите. Все вот так вот
соединяется. И вот теперь тот самый важный момент, который мы активируем. Я беру, в моем случае, это уксус. Домашний яблочный уксус. Вы можете взять обычный уксус, 1,5 столовые ложки. Обычный уксус можете брать в магазине купленный. Или же можно взять лимонный сок, или можно взять лимонную кислоту для активации соды. Быстро все перемешивается, и все это у нас начинает соединяться с содой, и пузырьки начинают просто выделяться с неимоверной силой. В это время у нас уже все здесь разогрето, и все, что нам остается, быстренько, равномерно это все вылить наверх. Все. И наше блюдо уже практически готово. Еще мне нравится именно вот такой вот лопаткой силиконовой очищать форму, миску и так далее. Видите, пару движений, и миска уже абсолютно чисто вымыта. И теперь уже когда помидорчики дали свой сок и соединились с кабачком, вот говорю, уже слюна идет просто ручьем. Я это все перемешиваю, и оно набухает буквально на глазах, увеличивается. И все, что мне остается, просто закрыть крышку, сделать огонь чуть-чуть больше, примерно 2 по 5-бальной системе, и подождать пару минут. А вы сейчас увидите готовый результат, который мы будем прямо сейчас дегустировать. Прошло 5 минут, и сейчас мы посмотрим, какая красота у нас получилась. Вы посмотрите, какая прелесть! Обратите внимание на цвет кабачка. Он зеленый и точно такой же, как будто его и не готовили. Но он уже сочный, пропитал. Вы только посмотрите, сколько сока. Какой цвет у кабачков шикарный. Как оно соединилось. Сколько сочности в этом полезнейшем блюде. Еще идет пар, но мне так хочется его скорее попробовать, что мы сейчас с вами и сделаем. Который очень-очень-очень аппетитно смотрится. Вот так. И теперь я его попытаюсь вывалить на оба. Вот так вот. Вы только посмотрите, сколько сока. Какой цвет у кабачков шикарный. Как оно соединилось. Сколько сочности в этом полезнейшем блюде. Еще идет пар, но мне так хочется его скорее попробовать, что мы сейчас с вами и сделаем. Так и не терпится попробовать. Аромат идет просто шикарный. А пробовать это блюдо я буду вот с таким вот хлебушком. Заменитель хлеба, который я пеку постоянно. Без дрожжей, без всяких заквасок и прочих замешиваний, выстаниваний. 20 минут и уже готовый хлеб. Шикарный и бородинский, вот такой бородинский у меня. И вот такой вот светлый хлеб. Шикарный. Кому интересно, пишите в комментариях слово «хлеб», и я поделюсь рецептами данного хлеба. А в прикуску к данному хлебу и к этому основному блюду, которое я уже разрезаю, ой-ой-ой, вкуснота. Я буду использовать вот такие ферментированные помидорчики и огурчики. Шикарно, просто шикарный рецепт. Мега полезный, с пробиотиками, с полезной микрофлорой для нашего животика. В общем, если хотите рецепт вот этого чуда, пишите огурчики и помидорчики. Тогда я вышлю вам рецепт и огурчиков отдельно, и помидорчиков. Говорю, у меня слюна идет просто до невозможности. Вот беру хлебушек в прикусочку
И сейчас мы с вами посмотрим, как выглядит это блюдо. Ой-ой-ой-ой-ой, столько слоев. Если вы увидите, столько с него полезной влаги вкусной капает, которую мы будем также в прикусочку обмакивать хлеб, чтобы он пропитался этой живительной влагой. Ой-ой-ой. Запах бесподобный, просто шикарный. И теперь мы его попробуем. Потому что слюна идет, аж я не могу. Вот знаете, я не помню, чтобы я в детстве ел кабачки, но у меня просто вкус детства. Вкус какого-то яркого солнечного детства. Очень-очень нежно получилось. Никакие вкусы не выделяются, не выпирают вперед, а все настолько гармонично. Чуть-чуть чувствуется вкус омлета с добавлением чего-то, но не ярко выраженный вкус омлета, а вот такая нотка вкусная. Знаете, омлет как в детстве был. Очень вкусный. Вах, вах, вах. Этот кабачок, он просто настолько нежный, что даже жевать не надо, если честно. Настолько оно... А вы посмотрите, сколько влаги. Сколько полезной и вкусной влаги. Я просто беру вот хлебушек, на части делю и обмакиваю. И я люблю два хлеба. Вы видите, я два вам показал. И бородинский, и светлый. В этих хлебах вообще нет муки. Никакой молочки, ничего. Даже яиц в них нету. Настолько нежное блюдо. Пожалуй, вкуснее кабачков, друзья, я точно не ел. Это скорее самый любимый мой рецепт из кабачков. Вах, вах, вах. А теперь с бородинским хлебушком обмакнем бородинский. Вот так вот. Насытим его влагой. И сверху положим вот такой вкусный кусочек нашего блюда. Это что-то с чем-то. А сверху взять еще ферментированный помидорчик. Друзья, крайне рекомендую этот шикарнейший рецепт. Очень вкусно. Я просто не могу остановиться. Вообще не могу остановиться. Не знаю, чего вы еще смотрите, а не идете готовить этот рецепт. Просто. Ох. Бах!